Всем огромный привет! Меня зовут Лада, вы на канале Любимое дело. Мы будем с вами плести крышку вот к нашей вот этой корзине для пикника. Крышки будет, ну, пока я планирую две, по крайней мере, я сегодня покажу одну половину, как сплести полноценную крышку, только одну. И сегодня буду показывать, как рассчитать все это дело, каким способом я буду ее плести. Покажу один из вариантов. Вот наша корзина, которая у нас получилась. Вот она. Я сегодня буду плести вот эту крышку. Я сделала две заготовки. Смотрите, как я сделала. Я взяла корзину. Значит, я взяла лист бумаги. Ну, он, конечно, шире. Это я уже вырезала по размерам. И взяла корзинку и приложила на лист бумаги. И обвела. И у меня получились вот такие две заготовки двух крышек. Почему две? Потому что одна часть моей корзины получилась чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше. Это ничего страшного, это же хендмейд у нас. Перегородок будет одна всего. То есть я буду ее плести вот восьмерочкой, ситцем. И как я ее буду делать? В эту трубочку я вставила проволоку 0,95 миллиметров. Это флористическая проволока. Я ее покупаю в отделе рукоделия для флористики. Там все для изготовления цветов в отделе в магазине Леонардо. У нас есть вот такой вот замочек. Значит, вот здесь вот в замочке, значит, я немножечко расширяю расстояние. И вот этот конец проволоки я вставляю сюда и немножечко его вытягиваю вовне. Смотрите, чуть-чуть вот этого достаточно расстояния. Теперь я эту трубочку вот сюда вот, видите, она как у меня. И здесь я, значит, главное, чтобы она у нас не выпрыгнула. Я с этой стороны держу, с этой стороны. И вот здесь вот я заметываю, что она у меня должна именно в этом месте прогнуться. Так, ну что же, поехали. Я беру трубочку. Здесь нам нужно вообще понять, вообще как ее закреплять, эту трубочку, да. Можно, конечно, ее сразу вот отсюда начать плести, в принципе, можно сразу и отсюда. У нас здесь есть неравномерность уровня. То есть здесь у нас, например, далековато идет, да, виток. Получается, мы делаем второй виток. Так, здесь у нас тоже далековато идет виток. Подравниваем на один уровень. Чтобы у нас шло по одному уровню. И продолжаем так плести. Вот теперь у нас на одном уровне витки. Посмотрите, да? Смотрите, что я делаю. Я прям подтягиваю очень хорошо. И я вот еще советую вам сделать какую-нибудь проклейку. Я даже сейчас сделаю проклейку клеем моментом кристалл. Вот в этом можно капнуть вместе немножечко. Совсем чуть-чуть. Вот так вот. Вот здесь можно капнуть. Так, вот смотрите, я дошла до конца. Я еще немножечко сужаю, подужаю немножко. Итак, для расчета крышки мне понадобился вот сама вот эта заготовка. Я уже показала в начале видео, как я ее наметила, вырезала. Это полукруг. Я потом, когда обвела вот эту корзину, я потом сложила пополам и немножечко здесь, ну, подровняла края, потому что бывает шикарно, да? Теперь я буду плести ситцем. Можно плести от середины. И вот уже вот так вот стоечки. Это будет веревочка, прямая обратная веревочка.
можно будет плести ситцем по кругу. Я решила плести полностью ситцем, как плетем прямоугольное дно. Для этого мне нужно было высчитать, сколько стоек у меня получится по периметру вот этого полукруга. Вот по периметру полуовала и вот этой вот стороны плоской. Как я это сделала? Я посчитала, ну, здесь все понятно, да, то есть здесь у меня расстояние 21 сантиметр, и я приблизительно тут разделила стойки, то есть получилось где-то 2 сантиметра между вот этими линиями. А здесь я линейкой, вот этим метром портновским, я измерила периметр вот этого всего полуовала. У меня получился 45 сантиметров. Периметр это вот общая длина вот этого полуовала. Я его называю периметром, не придирайтесь к этому слову. Я смотрю, какое расстояние мне нужно между стойками сделать. Ну, приблизительно 2 сантиметра я по этой ориентируюсь. Тут я уже разложила все, да, у меня были наметки. 2 сантиметра, значит, я 45 делю на 2. У меня получилось 22 стойки. То есть вот 45 делю на 2. И получается 22 стойки. Это примерно там 22 с половиной или еще как-то. Я стала вот здесь вот откладывать каждый раз по 2 сантиметра. Сам ситец буду плести, отступив где-то от края на глаз. Отступила вот столечко и нарисовала вот такой эскиз вот этой крышки, но уже в более мелком варианте. Вот именно в этих пределах я буду плести ситец. А потом у меня идет веревочка. И смотрите, стойки у меня будут пока вот так вот. Вот они будут стойки. А вот это стоечки, которые у меня будут добавлены. Причем некоторые стойки будут добавлены из тех уже имеющихся. Например, вот эта стойка пойдет сюда. Эта стойка пойдет сюда, а вот эти будут добавлены. То есть тут мне нужно тоже по длине, чтобы и тут длины хватило, да. Потому что я же все-таки буду потом загибку делать. Она у меня простая будет. Все то же самое, что и с плетением прямоугольного дна. Значит, смотрите, почему две вот этих. Потому что одна у нас пойдет вот сюда, да. Ну, другая, соответственно, там видно. Красным я обозначила те стойки, которые я буду добавлять. Синим обозначила те стойки, которые у меня будут образовываться от этих стоек. Конструкция, конечно, я бы не сказала, что она архисложная, да, но потрудиться, конечно, нужно над ней. Значит, я сейчас что делаю? Я сейчас беру и пока вот так вот закрепляю их, чтобы они у меня никуда не двигались. Смотрите, как я начинаю. То есть я беру вот так вот, складываю трубочку, да, и вот уже в сложенном виде прикрепляю к стойке. Вот это, кстати, очень такой интересный момент я придумала сейчас. Теперь я прямо вот с этим вот кончиком охватываю. И получается, что мне ничего не надо подклеивать, ничего. Смотрите, что. Здесь можно оставить на стойку. Почему бы и нет? Да, оставим на стойку. Мы будем подправлять уже после плетения всего. Будем плести потом веревочкой и подправим. Здесь тоже на стойку оставим. Вот по этим вот я ориентируюсь. Вот где красный, это значит добавление новых. Вот смотрите, немножечко уже начинает скругляться. Боковая трубочка скругляться начинает. Конечно, постепенно скругление должно быть. Если боитесь, то боковую трубочку можете в нее проволоку вставить. Тут тоже начинает потихонечку скругляться. Хоба, совсем чуть-чуть. Сейчас пока незаметно, а вот уже на следующих рядах будет очень заметное скругление. Смотрите, вот это у нас идет вот так. Видите? Чтобы удобнее было. По сути, можно, конечно, вот так вот пустить вот эту трубочку, да, как-нибудь. Можно и так. Ну, давайте попробуем. А можно и вот так вот. Как удобно вам. Понимаете?
Как вам удобно? Но мне кажется, что, ну, пускай, давайте вот так вот. Единственное, что такую крышку, возможно, может повести. Но я делаю так, чтобы не повело. Я ее покрываю лаком и под груз. Или кладу под груз, чтобы она высохла под грузом. Тут, конечно, нужно все это дело обрезать. Обрезать. Вот эту обрезать. Трубешечку. Чтобы легче было плести. Все ли у нас трубочки на стойках, на местах? Это здесь. Это здесь. Получается, идет у нас вот так. Это вот так идет. А одни лишние, да? Потому что это вот у нас вот так. Здесь я сразу ставлю дополнительную трубочку. Вот она у меня вот сюда идет. А это вот сюда не очень красиво, но что поделать. Вот так вот, то есть вот эту мы с вами отрезаем. Потом она у нас в виток уходит. Так, так, так. Так, эту отрезаем. Это так, все. Плетем веревочку в 2 трубочки. Вот как у нас получилось все. Расстояние между стойками у меня где-то много, где-то мало, неравномерно. Именно в прямоугольном донышке у меня это почему-то всегда случается. Ну, что поделать. Здесь убираем. Так. Опаньки. Все как хорошо завернулось. Вот так все. Так, ну что же, меряем нашу крышку. Тадам, тадам, тадам. Это у нас уже тут все закрепилось. Высыхать эту крышку я положу под пресс обязательно, чтобы она у меня, ну, была прямая. Вот крышечка вообще идеально ровно. Смотрите. Сейчас покажу. Вот она. Идеально ровно. Прям вровень в ровень. Видите?